Всем привет! Сегодняшнее видео записываю для фотографов, которые озадачены выбором разгрузочной системы для своих камер. И также будет полезно мастерам, которые хотят заниматься изготовлением таких разгрузок. На рынке предложений уже достаточно много, и делать очередной обзор на свои аксессуары, на свои изделия нету смысла. Чтобы видео было более полезным, сегодня я поделюсь своими наблюдениями, рекомендациями по выбору именно кожаных разгрузок, на что стоит обращать внимание при покупке и на какие уловки продавцов не стоит никак реагировать. Для начала давайте определимся, для чего же нужны эти разгрузки, эти аксессуары. У каждого, конечно же, своя причина для приобретения. Кто-то берет их в качестве стильного дополнения к своему образу фотографа, кто-то берет из-за возможности персонализации, нанесения логотипа, допустим, на спине. Но самая основная и главная задача разгрузки — это распределить нагрузку от ношения, к примеру, вот такого вот комплекта техники, распределить равномерно на позвоночник или же на поясницу и убрать всю нагрузку с шейного отдела. Если мы носим камеру на штатном ремешке, или же, допустим, носим всегда на одном плече, и у нас идет перекос того же позвоночника. Думаю, с этим понятно. Теперь давайте перейдем к критериям выбора разгрузочных ремней. И изначально нужно обратить свое внимание на материал, с которого изготавливается разгрузка. Есть разгрузки из синтетических материалов, из ненатуральных, это тканевые, различные, с покрытием, кожзам. Даже есть эко-кожа, которая на самом деле не кожа, а тот же, получается, дермантин. И есть разгрузки из натуральной кожи, о которых сегодня я и буду рассказывать. Говорить о каких-то преимуществах того или иного материала, то сразу в голове возникает у меня пример. Берем автомобили, базовая комплектация — это всегда тканевый салон. Если уже идет полная комплектация, какие-то премиальные модели, то всегда идет кожа. И это неспроста. Синтетические материалы, они быстрее изнашиваются, они протираются, вылазят там какие-то нитки, покрытие трескается, облазит. И даже если функционал такой разгрузки остается пригодным к работе, то такой аксессуар после длительного времени использования его уже стыдно одеть на какое-то мероприятие, на какую-то съемку. С кожей же все наоборот. По прочности, по каким-то прочностным характеристикам она не уступает синтетике, но в процессе длительного использования кожа приобретает такую винтажность, то есть она сохраняет свой презентабельный внешний вид, и такую разгрузку можно использовать на протяжении долгих лет. И дальше речь пойдет именно о выборе кожаного аксессуара. Нужно понимать, что кожа рознь, одно понятие, но разные продукты. И часто возникает у покупателей вопрос, почему у одних разгрузки по такой цене, а у других, допустим, в 2 раза дороже. Одним из составляющих ценообразования и есть выбор кожи. Есть кожи более бюджетные, есть кожи более дорогие. В чем же их разница? Есть более бюджетные варианты, к примеру, они намного тоньше. Человек сшил сумки, потом бабах, ему заказали разгрузку. Он раз пошил с этой сумочной, к примеру, кожи, тонкой, эластичной, пошил разгрузку, не задумываясь о том, что она со временем растянется, к примеру, деформируется как-то. Плюс кожи могут окрашивать одежду, не окрашивать одежду. Они есть с покрытием и без покрытия. Есть, к примеру, изнанка такая лохматая, необработанная. У премиальных кож это все уже заглажено, обработано. То есть в этом и есть основное отличие. Нормальный выбор кожи для разгрузочного ремня — это толщина плюс-минус 3 мм. Кожа должна быть средней плотности. Со временем она немножко станет мягче, но при этом не будет тянуться, не будет деформироваться. Внешняя, то есть изнанка у них обычно обработана и не окрашивает одежду. Выбираю еще растительное дубление, оно хоть и дороже, но при этом я могу обработать эту кожу со всех сторон, заполировать торцы. Это больше для тех, кто еще с точки зрения эстетики выбирает аксессуары.
Можно также покупать разгрузки, вот там, к примеру, с хромки, где есть необработанная изнанка и вот такие вот торцы, которые остаются в первоначальном виде. То есть, чем бюджетнее кожа, тем больше вероятность того, что она окрасит вам одежду или же растянется в процессе использования, будет как-то деформироваться. Теперь поговорим о конструкции. Если брать в общем, то все разгрузки, они с одним и тем же функционалом. И если взять такое исключение, то это, скорее всего, разгрузка вот на пояс, у нее там немножко другой принцип работы. Есть разгрузки на одну камеру, на две камеры и есть разгрузки на 3 камеры. На 3 камеры никогда не делал, то есть это здесь еще вот на лямках ставятся такие дополнительные ремешки, и можно камеру еще вот здесь как бы на живот, на грудь куда-то разместить третью. Таких не делал, в основном делаю разгрузки на одну камеру, которую вот, одевается через плечо, и мы камеру носим как сумку, да, и есть разгрузки на 2 камеры, то есть они состоят тут из 2 лямок. На спине может быть, а может и не быть какая-то накладка какой-то формы, к примеру, крестообразная или вот такая. Вот. Есть еще разгрузки с такими прям наплечниками какими-то, но вся суть как бы их одна и та же, и от конструкции ничего особо не меняется. То есть если вы выбираете разгрузку, то просто смотрите, подойдет она под ваши условия работы или не подойдет. Если поговорить о отличиях, то в основном они заключаются в чем? К примеру, в длине лямок, в ширине лямок, в наличии накладки на спине. Да? То, что касательно моих, допустим, изделий, все разгрузки я делал как бы под себя, и они регулируются. Вот в этом месте там стоит пряжка, и эта лямка затягивается или отпускается в зависимости от роста. Разгрузки подходят для людей ростом где-то 1,70 м-1,95 м, 2 метра. Вот. Ширина лямок, она обусловлена фурнитурой, которая есть на рынке, размером фурнитуры. Есть определенные стандарты. То есть в данном случае я использую фурнитуру шириной 40 мм и, естественно, лямки тоже 40 мм шириной. Была заказчица, которая написала мне, что она очень миниатюрная и ей хотелось бы разгрузку менее громоздкую. Тогда я разработал еще вот такой вот вариант разгрузки. Здесь лямки идут уже шириной 30 мм, то есть они уже. Я изменил форму вот этой вот накладки. И получается, что данный вариант разгрузки, он более компактный и менее громоздкий. Также длину лямок можно изменять индивидуально по запросу заказчика, то есть удлинить или укорачивать в зависимости от телосложения. Еще встречал разгрузки, у которых лямки прошиты. Прошиты машинным швом, значит, я как бы такую разгрузку в руках не держал, но поделюсь своими соображениями по этому поводу. Люди используют более бюджетную кожу, которая тянется. Ее прошивают машинным швом для того, чтобы минимализировать растяжение данной ременной полосы в процессе носки. Но у нас, получается, есть металлический элемент, который совывается вот туда-сюда, трется об эти нитки, и через какое-то время нитки в любом случае протрутся, начнут как бы выниматься, там останутся отверстия от шва. Я как бы не работал с такой разгрузкой, никогда не держал в руках. Если у кого-то есть и вы пользуетесь, напишите, пожалуйста, в комментариях, что происходит с такими лямками, мне очень интересно. Если продолжать тему прошивки, то я тоже ее как бы использую в своих изделиях, только в определенных местах. Допустим, если вот здесь вот вы видите прошивку на накладках, на спинных, да, то это декоративная прошивка, какой-то функциональности другой у нее нету, это просто как бы для красоты. Есть прошивка в вот этих вот основных узлах, где у нас устанавливается фурнитура, это для усиления соединения заклепочного. Если этого шва нету, со временем, возможно, как бы я тоже этого особо не видел, но я знаю, что заклепки могут немножко как бы расшатываться, и вот это соединение слабеет. Поэтому я его дополнительно как бы прошиваю, усиливаю. По поводу наличия у разгрузок вставки вот этой вот на спине, да.
нужна ли она, или же можно взять разгрузку просто с перекрещенными ремнями. На просторах интернета встречал объявление, где написано, что эта вставка имеет какие-то ортопедические свойства. Если тот, кто писал это объявление, или же, может, другие специалисты по ортопедическим накладкам могут написать мне в комментариях, какой именно эффект ортопедический несет этот кусок кожи. На мой взгляд, здесь никакой ортопедической функциональности нету. Это просто красивая вставка, которая более симпатично смотрится у вас на спине, нежели это перекрещенные просто ремни, да, с заклепкой. Вот. И с другой стороны еще площадка для размещения вашего логотипа или же имени, то есть для персонализации. Больше никакой другой функциональности в этих накладах нету. Касательно персонализации, здесь все вопрос эстетики. Есть лазерная гравировка, есть стеснение на коже. Лазерная гравировка, я от нее отказался из-за того, что она повреждает лицевую поверхность кожи, вот, и делает, так сказать, грубое нанесение этого изображения. Теснение, оно хоть и дороже вот в изготовлении, допустим, там клише надо изготовить, другой инструмент нужен, но оно продавливает нам кожу и оставляет красивый, более симпатичный оттиск без повреждения кожи. И теперь, пожалуй, самый важный момент, на который стоит обращать внимание при выборе разгрузки, это крепление, которое устанавливается на разгрузку и будет держать ваш комплект техники. Первое, что хочу сделать, это обратиться к мастерам, которые ставят на разгрузки вот такие вот сумочные карабины. Они бывают разного размера, которые используются для изготовления там, сумок различного формата. Ни в коем случае их ставить нельзя, потому что вы даже не представляете стоимость того оборудования, которое вешается на эти карабины. А сам карабин этот копеечный, он даже непонятно с чего сделан. И прослужит, ну я не знаю, там максимум несколько месяцев. И потом камера оборвется. То есть задумывайтесь над тем, что вы ставите на разгрузки. Теперь о главном. Все вы должны понимать, что карабины это не вечная штука, да, эти крепления они не вечны, и в любом случае они когда-то износятся. Есть разные виды этих креплений, в основном все они сделаны так, чтобы камеру можно было быстро отсоединить, то есть быстросъемные там карабины, к примеру, или вот такие вот крепления, которые просто вот снимаются, да, какие-то разные механизмы. То есть у карабинов есть и у креплений есть материал, из которых они изготовлены, и функциональность, там, быстросъемность. Я выстроил эти вот крепления в последовательности, допустим, приоритета, который я, к примеру, ставил и использовал на своих разгрузках. Вот эти вот карабины, это карабины из алюминиевого сплава. Я их изначально ставил несколько лет на свои изделия. Довольно надежный карабин. Он предназначен для поводков животных. То есть на них там лошадей выгуливают. И в принципе довольно-таки прочный карабинчик. Некоторые продавцы пишут, якобы вот этот карабин выдержит там 120 килограмм. Но самая надежная штука. На это не ведитесь. Это вообще не имеет никакого значения. У карабинов самое слабое, и по сути в разгрузке вот это крепление это самое слабое звено, так скажем. У карабинов во время использования вот здесь вот начинает протираться это шляпка, и потом он выпадает отсюда. То есть неважно какая у него грузоподъемность. Ну, если, конечно, там не 1 килограмм, что сразу у вас камера сорвется. То есть, даже если карабин выдержит 20 килограмм, но он сделан, к примеру, там из какой-то стали хорошей, да, то он вам прослужит намного дольше. Вот. То есть, здесь не важно, сколько он выдерживает, важно, насколько он износостойкий. И вот эти вот карабины из алюминиевого сплава, они
Ну, в некоторых случаях, допустим, если разгрузка на одну камеру, я встречал, вот у человека там 3 года, к примеру, такой прослужил и до сих пор там работает. У некоторых хватает его на годы, если интенсивно использует разгрузку. Я же сейчас эти карабины устанавливаю на стандартную, более бюджетную серию изделий, которая у меня просто как бы дешевле там, по цене. Следующий вариант — это вот такие вот крепления. Сначала хотел на них переходить, и ну как бы мне нравится и механизм, и они как бы разработаны якобы специально, да, вот, и есть системы, что их можно, к примеру, вешать им там на пояс, крепление делать с таким вот винтом, да. Ну, в общем, крепление классное на самом деле. Но потом как бы выяснилась одна проблема, что в процессе работы у этого крепления вот в этом месте выкручивается как бы гаечка, да, и в процессе работы вот этот винт выпадает, и крепление просто как бы раз и разобралось. Вот. И эта гаечка, она такая маленькая, что когда у вас распался этот карабин, это крепление, то ее уже сложно найти. Вот остается, ну, по сути, вот такой вот набор, а этот винтик он где-то пропадает. Вот. То есть надежность вроде бы выглядит надежно, но есть проблемка. Как ее можно решить? Это может садить этот винтик на какой-то фиксатор резьбы. Я еще как бы над этим подумаю. Но все же эта проблема, она в моем как бы рейтинге креплений вот понижает данную штуку. Далее, что я ставлю сейчас на свои изделия уже премиальные, те, что подороже, это стальной карабин. Они есть разные, есть подобного типа, но со стали. И есть вот такие, я заказываю себе. Это нержавеющая сталь. Она более устойчива к износу, к трению. И такой карабин прослужит намного дольше. Сейчас, ну, я вот их только где-то год ставлю, поэтому не могу сказать, сколько они там прослужат, но надеюсь, что в ближайшие там лет 5 ко мне заявок на замену не будет. Потом есть еще специальные крепления, которые разрабатывают для себя уже такие мировые бренды аксессуаров для фотографов, как, к примеру, Peak Design. Вот. Они разработали свое крепление, тоже быстросъемное. Здесь нету вот этого поворотного механизма, который бы стирался. Да? И у них, по-моему, даже на эти крепления гарантия около 10 лет. В чем их фишка? Они вот тоже быстросъемные, на защелках. Но в качестве крепления у них здесь такой корд какой-то многослойный, там, что он не тянется, не разрывается, ну, в общем, с ним ничего не происходит. Эти крепления, конечно же, подороже, чем все там остальные карабины. Крепления у меня есть в наличии, то есть ставлю я их только по запросу заказчиков, это как бы такие индивидуальные заказы. И у вас еще может появиться мысль, вот зачем, допустим, ставить такие карабины с таким вот трущимся там механизмом, если, допустим, поставить какие-то карабины для альпинистов, и они там, их бы хватило на всю жизнь. Изначально первые разгрузки, которые я делал с карабином, у которого нету такого вертлюжного механизма, он там металлический, и его реально хватило, ну, как бы на не один десяток лет. Но в чем фишка? Когда, допустим, у нас камера вот висит где-то сбоку, да и вообще, когда мы ее поднимаем, она постоянно как-то вертится, меняет свой угол. И выходит так, что вот этот карабин дает дополнительную свободу камере. То есть камера у нас вот здесь вертится, да, а карабин с винтом, который вкручен, у нас остается на месте. Но если вот эту вот степень свободы убрать и зафиксировать вот это все, то во время, допустим, использования камеры у нас вот этот карабин, он будет потихоньку выкручивать винт. Винт будет выкручивать с камеры, и у нас в какой-то момент просто произвольно выкрутится этот винт и упадет камера. То, что обязательно должно быть на любом креплении для камеры, это, конечно же, страховочные ремешки. Независимо от того, сколько у вас прослужит крепление, карабин, в тот момент, когда оно износится, вашу камеру
подстрахует, удержит вот такой вот страховочный ремешок. Делается он в моем случае из той же кожи, то есть это все надежно и кратковременно такой ремешок удержит вашу камеру от падения. Был случай, когда мне прислала заказчица фото и сказала, что вот у вас как бы что-то там с карабинами, ненадежная разгрузка, да, она просто одела камеру на вот этот вот карабин и носила ее вот так вот. Это, конечно же, категорически нельзя делать, потому что эти карабины, они слабые, и они устанавливаются здесь только для того, чтобы кратковременно удержать вашу камеру, а не носить ее, как бы постоянно использовать с этим карабином. Конечно же, его потом разогнуло, и он пришел в негодность. Основную информацию по выбору разгрузки я вам дал. Теперь вы знаете, какие вопросы стоит задавать продавцам, на что стоит обращать внимание. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Надеюсь, видео будет вам полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.